у которого была работа, но не было энтузиазма к жизни. Его случайно призвали в другой мир с помощью способностей алхимика, чтобы спасти мир от злого бога. Он даже не был целью заклинания призыва героя, а просто попал в него из-за несчастного случая, который уничтожил его тело, оставив только душу. Когда Такуми парит над облаками, крылатая женщина по имени Нолан представляется богиней этого мира и извиняется перед ним за то, что он оказался в такой ситуации. Она говорит ему, что вражеская империя попыталась использовать заклинание призыва героя, но что-то пошло не так, и его тело было уничтожено. Чтобы загладить свою вину, богиня предлагает отправить его в совершенно новый мир с рангом S, чтобы он мог жить так, как ему нравится. Она спрашивает, какие способности ему нужны, и Такуми отвечает, что он слабак и не любит драться. Нолан решает дать ему работу, связанную с производством, например, алхимию и кузнечное дело, заставив его проглотить магический кристалл. Такуми чувствует, что у него голова идет кругом от всей этой новой информации о навыках, а затем Нолан отправляет его на планету. Когда он встает и смотрит на свое отражение в озере, Такуми понимает, что у него тело 17-летнего парня, и он настолько красив, что хочет поскорее с кем-нибудь переспать. После этого он проверяет припасы, которые оставила ему Нолан, включая золото и еду. Затем он решает проверить полученные навыки и обнаруживает, что может использовать все виды базовых магических заклинаний. Затем Такуми начинает исследовать местность и находит на земле ветку древесного монстра. Его система подсказывает ему, что из этой ветки можно сделать высококачественное оружие, поэтому он сразу же использует свой навык кузнечного дела, чтобы создать копье. Затем он использует свой навык анализа, чтобы обнаружить, что почти каждое растение вокруг него – это лекарственная трава, поэтому он собирает их и кладет в свой ящик с предметами. В этот момент он слышит крик девушки, и вскоре к нему подбегает низкорослый мужчина. Она прячется за ним, просит спасти ее от монстра, и тут из кустов выходит рогатый кролик. Он бросается на девушку, но Такуми убивает его одним ударом копья. Из-за этого он получает уровень работу воина, но на самом деле он этого не хочет. Девушка по имени Молли очень впечатлена и благодарит Такуми за спасение ее жизни. Такуми спрашивает девушку, может ли она отвезти его в свою деревню, и она с радостью соглашается. Она просит его взять с собой рогатого кролика, потому что он вкусный, и Такуми сразу же кладет его в свой ящик с предметами, только потом понимая, что ему не стоило так небрежно демонстрировать свои навыки. С другой стороны, трое старшеклассников оказываются в империи Святой Сидонии, и сама императрица Елизавета приходит поприветствовать их. Она говорит растерянным героям, что призвала их сюда, чтобы спасти мир, но призванная девушка ей совсем не доверяет. В этот момент она получает от Нолан особый навык, который позволяет ей принимать правильные решения, следуя своим инстинктам. Инстинкты девушки подсказывают ей, что Елизавета опасная женщина, и ей нужно держаться от нее подальше. Тем временем Такуми вместе с Молли добирается до деревни, где ее родители благодарят его за спасение. Такуми спрашивает, может ли он остаться в деревне на некоторое время, и они с радостью соглашаются. Они знакомят его с местным кузнецом, который говорит ему, что леса вокруг деревни не только богаты лекарственными травами, но и рядом есть природный рудник, так что это отличное место для ремесленников. Такуми очень рад это слышать. А потом родители Молли говорят ему, что в деревне нет гостиницы, где он мог бы остановиться. Такуми говорит, что может просто разбить лагерь на улице, но кузнец говорит, что они быстро построят для него дом. Жители деревни собираются вокруг и ведут Такуми на пустырь, который он выравнивает с помощью магии земли. Это отнимает у него большую часть маны и вызывает мигрень. Но жители деревни поражены, потому что маги встречаются довольно редко. Они помогают ему быстро построить дом, а Такуми использует свои навыки плотника и кузнеца, чтобы сделать для себя мебель. Затем он открывает окно статуса и меняет свою профессию с воина на алхимика. С этим покончено, и он переходит к руде, которую добыл с помощью кузнеца. У него есть медная, железная и серебряная руда, а также волшебная железная руда, которая может хранить ману внутри себя. Такуми уже в восторге от идеи заниматься алхимией и превращать любой материал в золото, и он с энтузиазмом начинает работать с железной рудой. Ему не нужна печь или какие-то специальные инструменты, потому что он может использовать магию, чтобы удалить примеси из руды, а затем придать ей форму кирпича. На это уходит много маны, но его энтузиазм заставляет его продолжать работать. Вскоре Молли приходит к нему домой, чтобы позвать его на ужин, но она в ужасе, когда видит, что Такуми лежит без сознания на земле, истощенный после использования всей своей маны. Она зовет родителей, которые отчитывают Такуми, а потом дают ему зелье для восстановления маны. На следующий день Молли и ее мама внимательно следят за Такуми, чтобы убедиться, что он снова не переутомится, и это сильно замедляет его прогресс. В последующие дни ему удается очистить больше металлов и даже сделать для себя несколько инструментов, что повышает его уровень алхимика.
В свободное время он помогает деревенскому кузнецу создавать высококачественное оружие с помощью своей магии, и это повышает его уровень кузнеца. После этого он идет к отцу Молли и просит одолжить ему несколько зелий, чтобы он мог попробовать скопировать их рецепт. Отец Молли дает ему несколько простых зелий и говорит Такуми, что он может продавать ему зелья, которые он делает. Затем Такуми идет домой и начинает готовить, восхваляя Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта. Он делает волшебные синие наркотики, как его кумиры, но обнаруживает, что цвет отличается от оригинального рецепта. На следующий день этот наркоман идет в лес и начинает есть любые ядовитые растения, которые находит, а затем очищает яд, чтобы получить устойчивость к яду и повысить свой уровень магии очищения. Когда он приходит в себя после того, как съел особенно опасное растение, на него нападает гигантский бронированный кабан. Такуми в панике видит монстра и пытается отбиться копьем, но оно ломается при столкновении с кабаном. Такуми едва уклоняется от первой атаки, а затем стреляет в него магическими атаками, но ни одна из них не наносит урона. Отступая, Такуми внезапно натыкается на ядовитого паука, который сильно ранен. Он думает, что теперь ему придется сражаться с двумя монстрами одновременно, но тут паук прыгает на морду кабана, отвлекая его. Кабан бьет по деревьям, чтобы сбросить паука, а затем снова нападает на Такуми. Такуми в отчаянии, но тут ему в голову приходит рискованная идея, но это единственный способ победить. Кабан бросается на него, и вместо того, чтобы увернуться, Такуми просто прыгает на него. Он использует свою алхимию, чтобы разложить мозг кабана, мгновенно убивая его. После этого он подходит к раненому пауку и в благодарность за помощь исцеляет его раны. После этого Такуми возвращается домой, но его система сообщает ему, что он приручил ядовитого паука. Такуми в ужасе, но паук смотрит на него щенячьими глазами, и он вынужден принять его в качестве домашнего питомца. Он решает назвать его кленом из-за рисунка на его спине. Это заставляет паука эволюционировать, и он начинает говорить. Такуми берет паука с собой в деревню, и все в ужасе от этого. Они еще больше удивляются, узнав, что Такуми приручил его, потому что насекомые обычно не поддаются приручению. Такуми говорит им, что это не важно, и они должны сосредоточиться на гигантском кабоне, на которого он охотился. В тот вечер жители деревни устраивают вечеринку, чтобы поесть мясо кабана, а отец Молли отдает Такуми ценные материалы, полученные от кабана. Он говорит ему, чтобы он отправился в город и продал их по хорошей цене, потому что такой талантливый человек, как он, не должен ограничиваться простой деревней. С другой стороны, Нолан наблюдает за успехами Такуми и очень рада за него. В этот момент появляется еще одна богиня и спрашивает Нолан, особенный ли Такуми. Потому что она не только дала ему новое тело и особые способности, но и отправила его в этот мир за год до призыва Империи Сидония. Через пару дней, когда Такуми просыпается, он внезапно оказывается в коконе из шелковых нитей клена. Он злится на него и начинает кричать, спрашивая, зачем она это сделала. Клен нервно отвечает, что он все время был занят, а ей хотелось внимания папы, поэтому она так поступила. Такуми понимает, что действительно не обращал внимания на Клена, потому что был занят приготовлением зелий. Он говорит ей, что сегодня возьмет выходной, чтобы поиграть с ней, и Клен начинает радостно прыгать вокруг него. В этот момент приходит мама Молли с завтраком. Увидев паука на Такуми, она подозревает, что у него странные и незаконные фетиши. Такуми пытается убедить ее, что ему не нравится, когда его паук садится на него, но тут мама Молли замечает сверкающие шелковые нити, свисающие с крыши. И в ней просыпается жадность, пугая Такуми и Клена. Женщина делает рубашку из блестящих шелковых нитей, которые являются предметом роскоши, доступным только дворянам. Все женщины в деревне собираются, чтобы полюбоваться блестящей рубашкой, и Клен мгновенно становится знаменитостью среди них. Она начинает наслаждаться вниманием деревенских женщин и говорит Такуми, что сегодня не может с ним поиграть, потому что занята. Такуми решает поработать и идет к кузнецу, который приготовил для него легкие кожаные доспехи. В этот момент приходит отец Молли и спрашивает Такуми, когда он собирается переезжать. Такуми удивляется, потому что не знает, как сообщить об этом жителям деревни, которые были так добры к нему. Однако все уже думают, что ему нужно переехать в город, где его таланты смогут раскрыться в полной мере. Мужчины говорят ему, что на следующей неделе в их деревню приедет торговец из соседнего города, и они уже договорились о месте в его повозке. Такуми глубоко тронут их жестом и искренне благодарит их. После этого он возвращается домой и встречает маму Молли, которая собирается выбросить кишки рогатых кроликов, на которых ее муж охотился утром. Она говорит, что это самое вкусное мясо рогатого кролика, но его нужно правильно очистить и обработать, что невозможно в этой деревне. Такуми говорит ей, что может использовать магию священного элемента и сразу же очистит мясо.
Это удивляет маму Молли, которая советует ему никому не показывать магию очищения, потому что ею могут пользоваться только избранные. И из-за этого он может привлечь к себе нежелательное внимание. После этого Такуми всю неделю пытается развивать деревню. Он строит каменную стену, чтобы защитить ее от опасностей, и даже устанавливает ручные насосы для подачи воды. Когда на следующей неделе в деревню приезжает торговец Папи, он поражен, увидев стену. Отец Молли и кузнец выходят на улицу, чтобы поговорить с ним, и вскоре туда приходит Такуми. Он представляется торговцу, а затем говорит отцу Молли, что оставил у себя дома 100 бутылок базового лечебного зелья на случай, если оно понадобится деревне. Папи поражен, увидев лечебное зелье, потому что оно выглядит очень качественным, и спрашивает, можно ли ему взглянуть на него поближе. Пока он рассматривает зелье, Такуми прощается с Молли и жителями деревни, которые шили для него специальную куртку из шелка клена. Поблагодарив их за все, Такуми садится в повозку. Жители деревни машут ему на прощание, и он растроган, думая, что эта деревня — его родной дом в этом мире. Это эмоциональное прощание заставляет даже телохранителей Пеппи прослезиться. Затем блондин представляется как Хит, рыжий — как Реал, а молчаливый лысый — как Богер. Папи говорит, что они группа авантюристов с ранга, и он нанял их в качестве своих телохранителей. Когда они начинают болтать, рыжий спрашивает о сумке, которую держит Такуми, и тот отвечает, что в ней его паук. Это всех шокирует, и Реал пытается рассмотреть паука поближе. Клен думает, что он извращенец, поэтому сразу же бьет его головой, а затем забирается на колени к лысому парню, который без проблем ее держит. Пока трое авантюристов борются за внимание Клена, Папи говорит Такуми, что хочет купить лечебные зелья, которые он дал жителям деревни. Прежде чем они успевают обсудить детали сделки, Папи вынужден остановить повозку, потому что перед ним монстры. Такуми выглядывает наружу и видит приближающихся гоблинов. Авантюристы тут же выходят на улицу, готовые к бою, но Папи уже писает в штаны. Авантюристы быстро расправляются с гоблинами, и после этого их путешествие продолжается спокойно. Через 3 дня они добираются до города Болтон, где Такуми решает сначала зайти в гильдию авантюристов. Он хочет зарегистрироваться в гильдии алхимиков, но администратор говорит ему, что такой гильдии нет. Такуми расстроен, но решает зарегистрироваться как авантюрист и записывает Клен в качестве своего питомца. Как только это сделано, он навещает компанию Пипека, чтобы договориться о зельях, которые у него есть. Пипек предлагает ему хорошую цену за зелье, и Такуми целую минуту мысленно подсчитывает, что с одной этой сделки он станет миллионером в Японии. Пипек говорит ему, что он заработает больше на тех же товарах, когда станет знаменитым, и Такуми думает, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он задается вопросом, есть ли у Пипека скрытые мотивы, потому что в идеале он должен был бы его обмануть, ведь он новичок. Внезапно Пипек предлагает ему купить дом с мастерской, чтобы ему было легче вести дела. Такуми паникует, услышав это, потому что думает, что у него недостаточно сбережений для этого, но Папи говорит, что он может просто снять дом. Он звонит своему дворецкому и просит показать Такуми один из лучших домов. Дворецкий ведет его в особняк с пристроенной мастерской, и арендная плата тоже довольно низкая. Такуми думает, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но все равно соглашается на сделку. На следующий день он переезжает в особняк и первым делом с помощью магии создает сиденье для унитаза, потому что ему больше ничего не подходит. Это отнимает у него много маны, и пока он пьет зелье маны, чтобы восполнить ее, он слышит крик из коридора. Такуми выбегает на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, и к своему ужасу видит, что Клен завернула Пепека в кокон. Такуми в шоке и спрашивает паука, зачем она это сделала, и тот отвечает, что людям это нравится. Такуми говорит, что это нравилось только деревенским детям, но оказывается, что Пепеку очень удобно в коконе. В любом случае, Такуми освобождает его, а затем извиняется перед Кленом. Пипек не возражает и просит сходить в туалет, прежде чем заняться делами. Такуми показывает ему на унитаз, и когда Пипек видит блестящее керамическое сиденье, он поражен. Такуми рассказывает ему о его особенностях, которые позволяют мгновенно очищать отходы, и Пипек спрашивает, может ли он использовать магию очищения. Такуми понимает, что должен был держать это в секрете, и просит торговца сохранить это в тайне. Пипек соглашается, но затем он просит Такуми сделать еще 100 таких же сидений для унитаза, потому что это было бы очень полезно для бизнеса. Такуми соглашается, и тогда Пипек говорит ему найти помощников и предлагает взять раба вместо рабочих. Такуми шокирован этим, но Пипек говорит ему, что если он возьмет раба, то сможет сохранить свою святую магию в тайне от всего мира. Он говорит, что любого, кто может использовать магию священных элементов, забирает церковь, которая эксплуатирует их и получает прибыль от их исцеляющей магии. Поэтому они должны держать его способности в секрете.
Такуми говорит, что понимает это, но он против того, чтобы нанимать раба, потому что ему нужно сохранять моральные принципы. Однако Папи убеждает его, что это не так уж плохо, и ведет его к надежному работорговцу. Пока он заходит внутрь, чтобы кого-нибудь найти, Такуми решает прогуляться по красивому саду. Внезапно он встречает симпатичную эльфийку, но она холодно говорит ему идти домой, сбивая его с толку. Эльфийка повторяет свои слова, говоря, что это не место для такого ребенка, как он, и ему следует вернуться туда, откуда он пришел. В любом случае, Такуми вскоре навещает готическую Милфу, которая управляет компанией по продаже рабов. После знакомства Папик говорит готической мамочке, что Такуми не хочет использовать контракты с рабами, потому что это противоречит его моральным принципам. Мамочка говорит ему, что ему не нужно об этом беспокоиться, потому что в их стране права рабов защищены. Она в общих чертах рассказывает ему о законах о рабстве, которые гласят, что владелец должен уважать основные права человека и обеспечивать раба едой, одеждой и жильем. Они также не могут причинять рабам серьезный вред, и заставлять их делать то, что не было оговорено в контракте, тоже запрещено. Такуми наконец понимает, что это намного лучше, чем он думал сначала, а затем готическая мамочка начинает рассказывать ему о типах рабов. Во-первых, есть люди, которые стали рабами из-за долга, который они не смогли выплатить, и их должны освободить, когда они отработают достаточно, чтобы выплатить долг. Преступники могут стать рабами, чтобы получить шанс изменить свою жизнь, и даже военнопленных берут в рабство, чтобы дать им крышу над головой. Наконец, есть несчастные люди, которых похитили грабители и сделали рабами незаконно. Папик говорит от имени Такуми. Он говорит, что ему нужен военный раб, которого нельзя освободить без разрешения хозяина, потому что у Такуми есть навыки и талант, которые нужно держать в секрете. Мамочка спрашивает Такуми, какие у него требования, и он отвечает, что ему нужен кто-то, кто будет присматривать за его домом, а также будет его телохранителем во время сбора сырья и выполнения заданий гильдии. Мамочка говорит, что ему понадобится 2 раба, чтобы удовлетворить все его требования, и зовет девушку по имени Мария, которую похитили бандиты, когда она была маленькой. Она хорошо образована и обучена ведению домашнего хозяйства, и Такуми очарован ее милой внешностью. Он рассказывает Марии о размерах своего дома, и она говорит, что справится совсем сама. Затем он спрашивает, почему такая милая девушка все еще свободна, ведь за ней должна стоять очередь из парней. Мария краснеет, услышав этот комплимент, и она говорит Такуми, что будет выполнять только его домашние обязанности и не позволит ему пробраться к ней в комнату ночью для каких-то непристойностей. Такуми смущается и изо всех сил пытается убедить ее, что он сигма-самец, который не сделает с ней ничего неприличного. Готическая мамочка говорит им, что они готовы заключить контракт, и вот так Мария становится рабыней Такуми. Затем мамочка говорит Такуми, что у них сейчас нет военного раба, который мог бы быть его телохранителем. Но Мария напоминает ей, что у них есть девушка по имени София. Милфа говорит ей, что это не ее дело предлагать что-то, и велит ей срочно собрать вещи. Услышав этот разговор, Такуми заинтересовался Софией и просит мамочку хотя бы познакомить его с девушкой. Она берет его с собой, и оказывается, что София та самая эльфийка, которую Такуми видел раньше. Мамочка говорит ему, что ее взяли в плен 50 лет назад во время войны с эльфами, и с тех пор у нее не было хозяина. Она говорит, что у Софии все тело в шрамах от войны, а ее магия запечатана из-за какого-то проклятия. Из-за этого она не может быть бойцом или телохранителем. Такуми просит мамочку оставить их с Софией наедине, и она уходит. София снова говорит Такуми, чтобы он шел домой, но он берет ее за подбородок и заглядывает в окно статуса, чтобы убедиться, что она очень сильная, но из-за повреждений и проклятия сейчас она бесполезна. Он думает, что если сможет ее вылечить, то она станет для него ценным приобретением, и тут же звонит мамочке, говоря, что заключит контракт с эльфийкой. София напоминает ему, что сейчас она еще более бесполезна, чем Сакура. Но Такуми говорит, что он президент клуба, я могу ее вылечить. Вскоре все документы готовы, и мамочка накладывает магию контракта, чтобы привязать 2 девушек к Такуми. После этого он идет домой, но как только открывает дверь, на него набрасывается клен, и он падает на землю. София паникует, думая, что ей нужно снять монстра с головы хозяина. Но Такуми говорит ей остановиться, потому что Мейбл на самом деле его питомец. Девушки в замешательстве, но соглашаются, что Такуми странный человек, которого они не могут понять. Затем он ведет их внутрь и дает им отдельные комнаты, потому что у него все равно слишком много свободных комнат. Он говорит им, что они могут свободно пользоваться ванной в доме, и девушки сразу же идут туда, как только устраиваются. В ванной Мария говорит, что никогда не думала, что мамочка отпустит Софию, потому что всегда ее защищала, но Такуми должно быть особенной. Однако София погружена в мысли о контрактах, которые она видела раньше. Большая часть информации о Такуми осталась пустой,
и она задается вопросом, кто же он такой. После этого они идут в столовую, где Такуми приготовил ужин для всех. Мария жалуется и устраивает истерику, потому что готовить должна она, и Такуми как-то ее успокаивает. Софию тоже беспокоит, что он позволяет рабам есть вместе с ним, но Такуми говорит ей, что он такой спокойный. На следующий день он получает посылку от Пейпека и идет за покупками на рынок. По дороге он замечает церковь и заходит внутрь. Он находит там статую Нолан и начинает молиться ей. Он слышал, что империя Сидония контролирует религию в этой стране, и ему интересно, почему Нолан так их ненавидит, ведь они тоже ей поклоняются. Внезапно он слышит голос Нолан, которая говорит ему, что ненавидит их, потому что не входит в их круг. Такуми открывает глаза и видит, что парит над облаками, и паникует, думая, что снова умер. Нолан говорит ему, что просто позвала его поболтать, а затем рассказывает о своих отношениях с Сидонией и ее политике. Она говорит, что изначально была церковь творения, которая поклонялась ей, но затем империя Сидония создала церковь божественного света, которая поклонялась несуществующему богу. Сидония использовала свою силу, чтобы привлечь больше последователей, и начала вытеснять церковь творения. Но Нолан не хотела вмешиваться в мелкие дела людей. После этого она говорит Такуми, что другие ее благословения, которые она ему даровала, будут действовать вечно. Она также дала ему немного сюжетной брони, которая скоро закончится. Она говорит ему, что теперь ему будет сложнее решать проблемы, и люди, которых он встретит, могут захотеть причинить ему вред. Такуми наконец понимает, что все полезные люди, которых он встречал до сих пор, были посланы ему благословением Нолан, но теперь все зависит от него. На этом молитва заканчивается, и он снова оказывается в церкви. Вскоре он возвращается домой, и Клен тут же набрасывается на него и сбивает с ног. Когда девушки приходят помочь ему собрать вещи, Такуми видит, что София тянется к его посылке и тут же использует ящик для предметов, чтобы убрать ее подальше от нее. Затем он спешит в мастерскую, чтобы провести несколько экспериментов, но теперь Софии любопытно, потому что посылка была завернута в волшебную бумагу. Она задается вопросом, что же было в посылке, которую нужно так тщательно оберегать, и идет за Такуми в мастерскую. К ее ужасу Такуми опускает нож в горшок с ядом, а затем режет им руку, прежде чем использовать святую магию, чтобы очистить яд и повысить уровень своей святой магии, чтобы вылечить Софию. Он все время стонет от боли, а затем вдруг упоминает имя Марии, что заставляет Софию вступить с ним в перепалку. Она врывается в комнату и говорит ему, что не простит его, если он что-нибудь сделает с Марией. А потом вдруг падает в объятия Такуми. Он обнаруживает, что она очень устала и у нее небольшая рана на руке. Он пытается ее вылечить, но это очень сложно и утомительно, потому что проклятие сопротивляется исцеляющей магии, но ему это удается, и его уровень святой магии повышается. После этого он отводит ее в комнату, и Мария сообщает ему, что всякий раз, когда София слишком волнуется или нервничает, она падает в обморок от усталости. Такуми говорит ей, что это в последний раз, а затем накладывает на Софию заклинание, рассеивающее проклятие, и высокоуровневое исцеляющее заклинание, которое залечивает ее раны и восстанавливает отрезанное ухо. Когда София просыпается, Мария делится с ней хорошими новостями. София ошеломлена, увидев, что ее ухо зажило, а затем обнаруживает, что к ней вернулась даже магия. Мария внезапно обнимает ее и говорит, что теперь она совершенно здорова. Затем София идет поблагодарить Такуми, который решает прояснить все недоразумения между ними. Он говорит ей, что отравил себя, а затем использовал исцеляющую магию, чтобы повысить уровень, чтобы помочь ей. Он также объясняет, что упомянул имя Марии, потому что она случайно выбросила в мусор его ядовитые травы. София спрашивает, зачем он сделал такую опасную вещь, и Такуми напоминает ей, что он президент клуба, я могу ее вылечить. София растрогана до слез и встает на колени перед Такуми, клянясь ему в вечной верности. На следующий день Такуми идет в библиотеку, чтобы найти книги по алхимии, и его совсем не впечатляет, когда он узнает, что во всей библиотеке всего 4 книги на эту тему. Он удивляется, почему больше людей не интересуются алхимией, ведь это так просто. Внезапно он понимает, что книги написаны на древнем языке, и только он может их понять благодаря благословению богини. После этого он возвращается домой и начинает делать сиденья для унитаза для торговца Пейпека. Вскоре он заканчивает делать 100 таких сидений и решает сделать перерыв в массовом производстве. Мария спрашивает его, что он собирается делать дальше, и он отвечает, что хочет отправиться в небольшое приключение, чтобы исследовать мир. Он говорит, что София будет его телохранителем, а Мария пока останется дома и присмотрит за ней. Однако Мария тоже хочет отправиться с ним в приключение. Такуми нервничает, услышав ее просьбу, потому что не уверен, что возьмет с собой в неизвестность человека, не умеющего сражаться, и ему также нужен кто-то, кто присмотрит за домом. Мария начинает плакать,
говоря, что остаться одной присматривать за домом без Такуми, Софии или даже Клена — это все равно, что быть унитазом посреди раскаленной пустыни. Такуми удивляется, почему эта глупая рыжая придумывает такие странные примеры, но все равно не думает, что должен взять ее с собой. Мария подходит к нему и смотрит на него щенячьими глазами. Такуми начинает чувствовать, что его решимость ослабевает, но прежде чем принять решение, он решает проверить характеристики Марии. Он берет ее за лицо и смотрит в окно ее статуса, чтобы узнать, что она полноценный боец, и ее характеристики даже лучше, чем у него. Такуми удивлен этим, и Мария снова просит его взять ее с собой. София наконец встает и просит Такуми взять Марию с собой, потому что она может научить ее боевым навыкам по дороге. Услышав это, Такуми наконец соглашается взять Марию с собой. Затем он ведет девушек в свою мастерскую, чтобы сделать для них оружие и доспехи. Он спрашивает, какое оружие им нужно, и София сразу же начинает перечислять разные виды оружия для разных ситуаций. Мария говорит, что хорошо владеет короткими мечами и ножами, но София решает научить ее пользоваться копьем, потому что у ножей не такая большая сила атаки. Пока девушки тренируются с копьями, Такуми использует свои навыки кузнеца и создает для них разное оружие. Он даже вырезает узоры на оружии просто для развлечения, а затем накладывает на него чары, чтобы оно стало более прочным. Затем он смотрит на ножи, которые сделал для Марии, и представляет, как они будут висеть на ее аппетитных бедрах. У этого извращенца идет кровь из носа, но он еще не закончил. Он понимает, что ему нужны размеры девушек, чтобы сделать для них доспехи. Но если он попытается их измерить, то, скорее всего, умрет от кровотечения из носа. Поэтому он использует один из своих навыков, чтобы создать деревянные куклы, похожие на Марию и Софию. К счастью, Клен появляется раньше, чем он успевает начать трахать этих кукол. Такуми просит у Клена немного паучьего шелка и начинает создавать доспехи с энтузиазмом инцела. Через несколько дней он заканчивает доспехи, которые выглядят как обычная одежда, и девушки впечатлены тем, как хорошо они сидят. София спрашивает Такуми, откуда он узнал их размеры. И он затыкает Клена, прежде чем она успевает раскрыть его грязный секрет. Он просит их сначала проверить свое оружие, а затем дает им магические кольца из мифрила, которые помогут им быстрее произносить заклинания. После этого они втроем отправляются в гильдию искателей приключений, чтобы Мария и София могли зарегистрироваться как искатели приключений. Как только это будет сделано, Такуми регистрирует их троих как группу. Затем администратор говорит ему, что уже почти месяц, и он должен выполнить обязательный квест, чтобы сохранить свою лицензию искателя приключений. И Такуми говорит ему, что он здесь по той же причине. Он подходит к доске с заданиями, чтобы выбрать легкое задание, но тут появляется толпа толстых уродливых неудачников. Они начинают уговаривать девушек присоединиться к их группе, потому что они могут помочь им лучше, чем красавчик. Такуми не может этого допустить и идет разбираться с этим бегемотом. Хотя внутри он напуган, он не может позволить никому так разговаривать с его девушками. Он говорит бегемоту, что, судя по его размеру, его мать должна быть такой тяжелой, что даже Супермен не сможет ее поднять. Это бесит толстяка, и он бьет Такуми, но тот уже использовал заклинание, чтобы превратить свое тело в металл. Из-за этого бегемот ломает руку, и как только его приспешники собираются напасть на Такуми, появляется мастер гильдии и кричит им, чтобы они остановились. Он смотрит на сломанную руку бегемота и спрашивает Такуми, он ли это сделал. Мария пытается заступиться за него, но мастер гильдии ей не верит. К счастью, приходит администратор и объясняет лысому мужчине, что произошло. Мастер гильдии Барак говорит банде неудачников убираться и зовет группу Такуми в свой кабинет. Он требует, чтобы Такуми рассказал, что он сделал с бегемотом, и тот сначала колеблется, но когда администратор говорит, что видел слабые следы маны, Такуми понимает, что не может держать это в секрете. Он объясняет, что просто взял кусок угля, превратил его в алмаз, а затем покрыл им свое тело, прежде чем его ударили. Теперь Барак понимает, что Такуми алхимик. А потом администратор говорит, что, поскольку в его команде такие красивые девушки, многие неудачники попытаются с ним связаться. Он предлагает немедленно повысить Такуми до ранга D, чтобы он был в безопасности, и просит его выполнить задание более высокого уровня, чтобы получить это повышение. Мастер гильдии дает свое разрешение, и София с Марией тоже согласны, поэтому Такуми решает взять задание. Первое задание — уничтожить гоблинов, и благодаря помощи Клена группа Такуми быстро их находит. София бросается вперед и убивает двоих, а двое других бегут к Такуми и Марии. Клен связывает их шелковыми нитями, а затем Такуми и Мария легко их добивают. После этого они выслеживают еще несколько гоблинов и кобольдов, чтобы завершить миссию. Такуми обеспокоен тем, что они видят много гоблинов. София говорит, что поблизости должен быть генерал гоблинов с огромной армией гоблинов, которые ему подчиняются. Обычно для победы над одним из них требуется как минимум 5 групп ранга D.
Но София уверена, что они втроем достаточно сильны, чтобы справиться с этим самостоятельно. Такуми даже не хочет так рисковать, но девушки жаждут насилия. Внезапно Клен говорит ему, что чувствует, что скоро эволюционирует, поэтому он немедленно создает карманное измерение с помощью пространственно-временной магии, чтобы она могла там отдохнуть. После этого они втроем отправляются в крепость гоблинов, и София предсказывает, что там около 300 гоблинов. Услышав это, Такуми пугается и спрашивает Софию, действительно ли им нужно это делать, но она даже не обращает на него внимания. Она говорит, что уверена, что там нет заложников, и они используют магию ветра, чтобы уничтожить гоблинов. Они заряжают свои магические заклинания и атакуют ничего не подозревающих гоблинов, уничтожая огромное количество сразу. Вскоре появляется генерал гоблинов и бросается прямо на Такуми. Он блокирует его атаки своим копьем, а затем использует огненное заклинание, чтобы мгновенно поджарить его. После этого Такуми и девушки возвращаются в гильдию, совершенно измотанные битвой с гоблинами, и увидев количество магических камней и других ресурсов, которые они собрали, у администратора случается небольшой сердечный приступ. Он говорит Такуми, чтобы тот пришел в кабинет мастера гильдии, но тот уже совсем обессилел. Он все равно идет в кабинет барака, который устраивает истерику, потому что для убийства генерала гоблинов требуется несколько команд ранга D, а группа Такуми справилась с этим в одиночку. Внезапно перед его лысой головой открывается карманное измерение, и чья-то рука отталкивает его назад. Клен выходит из карманного измерения, превратившись в гибрид полупаука-получеловека, и радостно представляется своим друзьям. Мастер гильдии даже не знает, что им теперь сказать, и говорит Такуми, чтобы тот шел домой. Через пару дней Мария приходит в мастерскую Такуми и смущенно просит немного ткани для одежды, потому что ей нужно сшить нижнее белье для себя и Софии. Такуми говорит, что она не сможет сделать это из обрезков, и Мария показывает ему эскиз своего дизайна. Такуми находит его очень простым, поэтому он рисует современное нижнее белье с бантиком, и Мария очень радуется, увидев его, и просит его сшить комплект для нее. В этот момент из карманного измерения выскакивает Клен и говорит Такуми, что Пипек здесь. Когда Такуми идет к нему, он обнаруживает, что торговец потерял сознание, увидев эволюционировавшую форму Клена. Позже Пипек говорит Такуми, что маркиз Годвин, который правит городом, хочет встретиться с ним по поводу туалетов с функцией очистки. И у него нет другого выбора, кроме как немедленно отправиться в его замок. Хотя Такуми поначалу беспокоится о встрече с дворянином, он обнаруживает, что Годвин искренний человек и хороший администратор, который готов склонить голову перед любым, кто может помочь ему сделать его город лучше. Он благодарит Такуми за самоочищающиеся туалеты и победу над генералом гоблинов, но затем предупреждает его быть осторожнее в будущем, потому что если Священная Седонийская империя узнает о нем, они обязательно придут за ним. Такуми морально истощен, когда возвращается домой, но когда Клен дает ему мягкую ткань, и он вспоминает, что может сшить нижнее белье для Марии и Софии, к нему возвращаются силы. Он работает 3 дня и 3 ночи без отдыха, чтобы сшить комплект для них обеих, и в конце концов совсем выбивается из сил. Затем он просит девушек примерить их, но потом передумывает, потому что думает, что они сочтут его извращенцем за такие слова. Он убегает в свою комнату и закрывает дверь, хотя девушки были бы рады устроить ему шоу. Через несколько дней Такуми создает 3 холодильника с нуля, потому что ему захотелось мороженого. Девушки замечают, что из холодильников дует прохладный ветер, поэтому они открывают дверь и садятся перед ними. А Такуми не понимает, как объяснить им эти глупые мысли об истощении озонового слоя. Он начинает думать о том, как он соединил железо и другие элементы, чтобы создать нержавеющую сталь, а затем использовал магическое устройство, которое может охлаждать окружающую среду, чтобы создать эту технологию. Он говорит Марии, что эта коробка может сохранять продукты холодными и свежими в течение длительного времени, и она благодарит его, потому что теперь у нее всегда будут свежие ингредиенты для приготовления еды. Такуми решает оставить себе синий, потому что он нравится Софии, а остальные 2 отнести в офис Пейпика, чтобы показать ему. Он говорит девушкам, что после этого начнет работать над другим проектом — модернизацией их оружия. София думает, что сейчас им это не нужно, но Такуми говорит, что рано или поздно они отправятся в путешествие и должны улучшать свое снаряжение до тех пор. Затем он идет в гильдию, чтобы узнать о материалах высшего качества, таких как мифрил и адамантит. Но администратор говорит ему, что они здесь слишком редки, потому что ни один кузнец не может с ними справиться. Он предлагает Такуми попробовать кузнецов в стране гномов, потому что они гораздо более искусны. Внезапно он вспоминает, что Такуми алхимик, и говорит ему, что он может синтезировать свой собственный мифрил, но это очень утомительно и неэффективно. Самый быстрый способ получить его — добыть в шахте на северо-западе, но туда могут попасть только люди, связанные с гильдией кузнецов. Администратор тоже находит лазейку и говорит Такуми, что если он примет задание по уничтожению монстров в шахте, то сможет добыть немного мифрила и адамантита, пока будет охотиться на монстров.
Такуми нравится эта идея, и вдруг позади него появляется мастер гильдии и говорит, что у него для него хорошие новости. Он говорит ему, что в городе не хватает древесины Трента, которую можно получить, победив древесных монстров по имени Тринки, и они вводятся по дороге к шахте. Такуми нервничает, потому что Балди слишком близко к нему, но он соглашается на просьбу поохотиться на Тринков по дороге к шахте. Мастер гильдии говорит ему, что есть еще один кузнец, который попросил гильдию предоставить ему телохранителя для поездки в шахту, и он хочет, чтобы Такуми тоже взялся за эту работу. Такуми понимает, что у него внезапно появилось слишком много работы, но мастер гильдии обещает повысить его и его девушек, как только они успешно выполнят задание. Он соглашается на задание, а затем спрашивает, сколько времени нужно, чтобы добраться до шахты. Администратор говорит, что на обычных лошадях это займет неделю, а на лошадях-монстрах около 4 дней, но, к сожалению, сейчас у них нет лошадей-монстров. В этот момент появляется рыжеволосый искатель приключений Рил, с которым Такуми познакомился, когда покидал деревню, и говорит, что его группа сейчас использует лошадей-монстров. Такуми и Рил догоняют друг друга. И Рил говорит мастеру гильдии, что они по дороге охотились на буйвола, поэтому он вернулся, чтобы доставить его, пока он не испортился. Он собирается вернуться к своим друзьям завтра, и Такуми просит его остаться на ночь у него. Рил с радостью соглашается, а затем сопровождает Такуми в его поездке к Пейпику, который приходит в полный восторг, увидев холодильник. Он узнает, что Такуми собирается в шахту за Мифрилом и решает одолжить ему повозку, запряженную лошадьми-монстрами. Но взамен он хочет купить у него немного руды. Такуми с радостью соглашается, а затем Пейпик просит его сделать еще несколько холодильников. После этого Такуми обходит разных кузнецов, чтобы узнать, может ли кто-нибудь дать ему немного мифрила. Но он не находит никого, кто мог бы помочь, и к тому времени, как он возвращается домой, уже темнеет. Внезапно Рил замечает, что к ним приближается враждебный человек и решает убежать с Такуми вместо того, чтобы сражаться. Однако нападающая в капюшоне сбивает его с ног, а затем оказывается Софией, которая думала, что Рил похищает ее хозяина Фимбоя. Она собирается ударить его, но Такуми останавливает ее, и они извиняются перед Рилом за недоразумение. Он говорит им, что все в порядке, но теперь у него много вопросов. Вскоре они добираются до дома, и Рил поражен, увидев, что Мейплс эволюционировал из Ангелуса, с которым Такуми живет вместе с 3 милашками, а он все еще одинок. Позже Такуми рассказывает своим девушкам о заданиях, которые он взял в гильдии, и они соглашаются, что должны взяться за это дело. На следующий день, когда Рил уходит из дома, Такуми начинает работать над их новым оружием. Он пытается создать огромный вольфрамовый меч, который может поглощать ману врага, но использовать алхимию для этого невероятно сложно. Ему каким-то образом удается превратить его в кусок вольфрама, а затем выковать из него 2 меча, но это истощает всю его ману. 3 дня спустя Такуми и его группа отправляются в путешествие вместе с кузнецом Де Гамба. Добравшись до леса, где водятся монстры, они оставляют повозку на безопасном расстоянии и накладывают на нее заклинание барьера, а сами отправляются охотиться на древесных монстров. Такуми понятия не имеет, как выглядят монстры, но у Софии есть некоторый опыт борьбы с ними. Она может сказать, какие деревья на самом деле являются замаскированными монстрами, и по ее сигналу Такуми решает атаковать первого, кого они найдут. Древесный монстр пытается дать отпор, но они легко блокируют его атаки и побеждают его. Внезапно их окружает огромная орда монстров, и София говорит Такуми, что им нужно использовать магию, чтобы быстро с ними справиться. Они используют магию ветра, чтобы победить древесных монстров, а Мария хоронит их заживо с помощью магии земли. Такуми продолжает сражаться своим оружием, повышая уровень своих боевых навыков. Как только они думают, что победили всех монстров, появляется их босс. София использует свою магию, чтобы срезать его ветви, а Мария и Мейпл тоже ей помогают. Но босс-монстр быстро отращивает свои ветви и продолжает атаковать их. София говорит Такуми зачаровать свой меч магией огня и атаковать основное тело монстра, чтобы победить его, и он тут же это делает. Он покрывает свой меч огнем, а затем пронзает им монстра, убивая его. После смерти монстра выпадает 2 плода, и София говорит, что это редкий предмет, называемый чудо-яблоками. На следующий день они добираются до шахтерского города Хорус, и кузнец дает им задание — победить железных кротов, которые поедают руду из шахты. Вскоре они направляются в шахту, и благодаря удаче Такуми он быстро находит мифриловую и адамантитовую руду. Внезапно земля начинает трястись, и Мейпл чувствует, что к ним быстро приближаются какие-то монстры. Все готовятся к бою, но Такуми придумывает, как быстро с ними справиться. Как только железный крот выскакивает из-под земли, он создает яркий свет с помощью магии, ослепляя и оглушая его. После этого София легко убивает крота, и Такуми объясняет, что поскольку кроты все время живут в темноте, они не привыкли к яркому свету. Девушки разочарованы тем, что бой закончился так быстро, особенно Мария, которая хотела показать свои навыки.
В любом случае, они смогли добыть много руды без каких-либо помех и вскоре вернулись в свой родной город. Такуми идет в мастерскую Дагамба, чтобы научиться обращаться с мифрилом и адамантитом. Следующие несколько дней он проводит, готовясь к финальному раунду закаленных в огне, и в конце ему удается объединить различные материалы с рудой, чтобы создать мифриловые сплавы с разными свойствами. Он использует их, чтобы модифицировать их доспехи, делая их легче и прочнее, одновременно увеличивая их силу атаки. Он говорит девушкам, что их доспехи усилят их магические атаки, а его доспехи позволят ему бегать со скоростью молнии. Он решает показать им демонстрацию, но не может контролировать свою скорость и в итоге неловко целует стену. Он говорит девушкам забыть то, что они видели, и переходит к оружию, которое он сделал. Он дает Софии копье ветра, а Марии копье огня, и они обе очень рады получить его. София говорит Такуми, что ее главная задача — защищать его, и она готова пожертвовать своей жизнью ради этого. Она говорит, что ей нужен прочный щит, чтобы выполнять свою работу должным образом, и Такуми обещает сделать его для нее, но просит ее больше ценить свою жизнь. Он делает для нее щит, но к концу работы очень устает. София думает, что на Такуми слишком много ответственности, потому что он единственный, кто может здесь работать. Она хочет, чтобы у него был помощник, который мог бы помочь ему с технической работой, чтобы он мог больше отдыхать. Через пару дней Папик приходит к Такуми и говорит, что Священная империя Сидония обратила внимание на волшебные туалеты с очищающей магией, которые он создал. Недавно они отправили гонца к королю, чтобы обсудить этот вопрос, и потребовали, чтобы он передал им патент на волшебный туалет, потому что святая магия — это дар их бога, и ее не должны использовать другие. Они также потребовали, чтобы он выдал им человека, который изобрел туалет, потому что использовать святую магию для очистки человеческих отходов — это оскорбление. Однако король сказал им, что они должны сами создавать очищающие заклинания, используя дар, который дал им их бог, и отказался согласиться на их требования, даже когда гонец пригрозил вернуть всех священников из церкви Святого Света в Сидонию. Такуми потрясен, услышав это, и спрашивает Папика, правильно ли было так жестко ответить, и торговец говорит ему, что не стоит ни о чем беспокоиться, потому что в этой стране есть свобода вероисповедания. Он объясняет, что в этом регионе есть две основные религии, и в их стране многие люди следуют Церкви Творения, которая поклоняется богине Нолан. Священников из Церкви Творения достаточно, чтобы лечить население, и они даже не берут столько, сколько священники из Сидонии. Такуми думает, что это дело звучит гораздо серьезнее и неприятнее, чем ему хотелось бы, поэтому он планирует держаться от него как можно дальше. Однако Папик нервно начинает говорить ему, что это невозможно. С помощью городского лорда он отправил королю образцы волшебного туалета и холодильников Такуми и теперь хочет встретиться с ним. Такуми ошеломлен, но Папик умоляет его прийти и увидеться с королем. В конце концов, он сдается, принимает приглашение и рассказывает об этом своим девушкам позже, тем же вечером. Он говорит им, что через неделю они должны отправиться в столицу, и до этого им нужно многое сделать. Для начала он хочет создать для девушек новые плащи с помощью магических камней темной стихии, чтобы они могли скрывать свое присутствие и передвигаться более свободно. После этого София и Мария идут на рынок за продуктами, а Такуми идет в церковь, чтобы поговорить с богиней Нолан. Она зовет его в свое царство и спрашивает, собирается ли он молиться ей без подношений. Она слышала, что он собирается в королевскую столицу и говорит ему, что благословит его на безопасное путешествие, если он что-нибудь ей подарит. Но он говорит, что сначала у него есть несколько вопросов. Он спрашивает ее об Анат, богиня, которой поклоняется церковь божественного света, но Нолан не отвечает на вопрос должным образом. Она утверждает, что она единственная богиня, и говорит ему, что он узнает об Анат в свое время. Затем Такуми рассказывает ей о том, что империя Сидония заинтересовалась им, и спрашивает, что случилось с героями, которых они призвали. Обычно призыв героев из другого мира вызывает много хаоса, но он даже не слышал о них. Нолан нервно говорит ему, что она перепутала время, когда отправила его в этот мир. Она отправила его на год назад, и это значит, что герои будут призваны в Сидонию через несколько месяцев. Такуми в ужасе от этой новости и спрашивает Нолан, зачем она это сделала. Вместо ответа она просто говорит ему, что время посещения закончилось, и бьет его по лбу. Когда Такуми открывает глаза, он снова оказывается в церкви и начинает гадать, что Нолан пытается от него скрыть. В любом случае, поскольку он не планирует встречаться с героями, он решает забыть об этом. Вскоре он заканчивает делать плащи-невидимки для Софии и Марии, а затем говорит им, что они собираются сделать повозку, потому что ему надоело каждый раз брать ее на прокат, когда им нужно куда-то ехать. Девочки очень рады это слышать, особенно Мария, которая говорит Такуми, что им нужно найти лошадь-монстра, чтобы возить повозку в лесу за городом. И если им повезет, они смогут найти еще более сильных зверей.
Они сразу же отправляются в лес, и Клен очень рад, что к их группе присоединится еще один монстр. Внезапно из кустов выскакивает волк-монстр и бросается на них, но вместо того, чтобы напасть, просто пробегает мимо. Такуми понимает, что его плащ-невидимка работает хорошо, но Софии он не нравится, потому что она хочет сразиться с монстрами, чтобы потренироваться. Вскоре она убивает кабана-монстра, и София решает собрать его мясо для путешествия. В то же время Такуми и София находят поблизости мертвое дерево и решают собрать его, чтобы сделать повозку. Пока они втроем собирают ресурсы, Клен становится скучно и раздраженно, поэтому она уходит одна. По пути она находит много мертвых деревьев и решает выяснить, кто их убил. Пробираясь через лес, она находит раненого дракона-лошадь и сразу же подходит к нему. Дракон-лошадь атакует ее молнией, и, увидев его таким испуганным и раненым, Клен вспоминает, как встретила Такуми. Она говорит лошади, что у нее есть удивительный хозяин, который может его вылечить, но как только она собирается позвать его, появляются два муравья-монстра. Она понимает, что это они ранили дракона-лошадь, поэтому связывает их паутиной и бросает в лошадь, которая их убивает. Внезапно появляется целая колония муравьев-монстров, и Клен создает барьер из шелковых нитей, чтобы защитить лошадь и себя. Муравьи-монстры начинают разрушать барьер, и Клен пытается связаться с Такуми с помощью телепатии. Но он не отвечает, и она боится, что он так увлекся сбором дерева, что забыл о ней. Она теряет надежду, думая, что никто не придет ее спасать, потому что они забыли о ней и ушли домой, а затем дракон-лошадь тоже падает. Через несколько минут муравьи-монстры полностью разрушают барьер, и Клен цепляется за дракона-лошадь, думая, что сейчас умрет. Но вскоре она чувствует руку Такуми на своей голове и, увидев его, сразу же обнимает его и плачет. София и Мария убрали муравьев-монстров снаружи. Клен плачет и спрашивает Такуми, почему он не ответил, когда она его позвала, и он говорит ей, что ее толстый шелковый барьер мешал телепатической связи, но он сразу же бросился искать ее, как только почувствовал, что связь ослабла. Клен расчувствовалась и попросила Такуми спасти дракона-лошадь. Он пытается использовать на нем исцеляющую магию, но дракон-лошадь сопротивляется, хотя и без сознания. Кроме того, София чувствует, что к ним приближаются другие монстры, и говорит Такуми, что им нужно уходить. Клен умоляет его не оставлять дракона-лошадь, и он решает положить его в карманное измерение вместе с Клен. София говорит ему, что это очень рискованно, потому что если он поместит в карманное измерение монстра, с которым не заключил контракт, это сильно навредит его телу. Но Такуми говорит ей, что с ним все в порядке. Он начинает дрожать на полусловие и говорит, что все будет хорошо, если он выпьет немного зелья маны, но прежде чем он успевает это сделать, он теряет сознание. Девочки несут его домой, но даже через полдня он все еще не приходит в себя. София говорит, что несмотря на то, что Такуми без сознания, он держит дракона-лошадь в карманном измерении, и это только увеличивает нагрузку на его тело. Она говорит, что единственный способ все исправить — это если Клен откроет карманное измерение со своей стороны. Чтобы связаться с ней, София целует руку Такуми и следует за потоком его маны, чтобы добраться до Клен. Она спрашивает о драконе лошади и узнает, что та все еще напугана. Клен боится, что она будет бурно реагировать, если ее внезапно выведут в незнакомое место. Поэтому София предлагает ей создать барьер, как она сделала в лесу, потому что это закроет дракону лошади обзор и позволит ей контролировать ситуацию. Клен нравится эта идея, и она говорит, что выведет лошадь в сад. После этого Мария решает заняться другими делами по дому, а София остается с Такуми. На следующее утро он просыпается и видит, что София заснула, держа его за руку. Она радуется, что он очнулся, а Мария просто наблюдает за ними из-за двери и начинает их сводить. После этого Такуми идет к барьеру, где Клен присматривает за драконом-лошадью. Она говорит лошади, что ее хозяин может ее вылечить, но она должна сотрудничать. Такуми быстро приручает дракона-лошадь, а затем использует мощное исцеляющее заклинание, чтобы полностью вылечить все ее раны, и остаточная энергия сжигает шелковый барьер. Все рады это видеть, а затем Клен просит Такуми дать лошади имя. Он называет ее Камелией, и Клен обнимает свою новую подругу, приветствуя ее в семье. Через пару дней Такуми решает навестить своего друга-кузнеца, потому что хочет сделать подковы для Камелии, а еще нужно кое-что сделать с каретой. София беспокоится, что Такуми в последнее время слишком много работает, потому что недавно он получил заказ на холодильники и зелья от торговца Пейбека. Она говорит ему отдохнуть, потому что он еще не полностью оправился после инцидента с Камелией, но Такуми уверяет ее, что с ним все будет в порядке. Он решает навестить гильдию искателей приключений и видит, как один мальчик поднимает шум из-за монстра.
Такуми просит у администратора чай и показывает ему грубый набросок монстра, которого, по словам многих людей, видели в городе. Он не верит, что их сообщения правдивы, и поскольку до сих пор не было нанесено никакого ущерба, гильдия тоже ничего не предприняла. Затем он спрашивает Такуми о его делах и узнает, что тот пришел зарегистрировать еще одного питомца. Администратор обещает, что его не удивит ни один монстр, которого приведет Такуми. Такуми открывает карманное измерение, и из него высовывается камелия с кленом на спине. Испуганный администратор сразу же сравнивает их силуэт с наброском монстра. Все в гильдии начинают паниковать, узнав камелии и клен монстра, которого они видели, и прежде чем Такуми успевает что-то понять, глава гильдии строго приказывает ему пройти в его кабинет. С другой стороны, София навещает торговца рабами, которому когда-то принадлежала, и спрашивает, есть ли у него рабы, которые могли бы помочь Такуми с его технической работой. Мама Год говорит ей, что сейчас у нее нет никого подходящего для этого, но обещает связаться со своими друзьями в бизнесе, чтобы узнать, могут ли они помочь. Мама Год замечает, что София сильно изменилась с тех пор, как заключила контракт с Такуми. София не понимает, что она имеет в виду, поэтому просто благодарит ее и уходит, где сталкивается с Марией, которая делает покупки в магазине. Они решают забрать Такуми из кузницы, но приходят в ужас, когда видят, что он спит на куче дров и во сне обнимает бревно. Кузнец говорит девушкам, что Такуми слишком устал, но все равно продолжал усердно работать, поэтому неудивительно, что он упал в обморок на полпути. Он говорит, что сейчас ему ничего не угрожает, но если он продолжит работать в таком темпе, то может заснуть навсегда. В любом случае, на следующий день Такуми заканчивает свою роскошную карету, и девушки ошеломлены, когда обнаруживают, что карета больше внутри. Такуми говорит им, что в детстве смотрел много фильмов про Доктора Кто, поэтому использовал пространственную магию, чтобы увеличить внутреннее пространство кареты. Это полноценный дом с функцией защиты от тряски, так что во время поездки он даже не будет дребезжать. София говорит, что это должно быть самая роскошная карета на всем континенте. Но Мария, как настоящая женщина, рада, что во время поездки она тоже сможет заниматься домашними делами. Вскоре после этого они отправляются в столицу, и Камелия быстро бежит, таща за собой карету. Мария и Клен наслаждаются поездкой, а Такуми и София внутри даже не чувствуют никакой тряски. Из-за бега Камелия тоже быстро прокачивается, и вскоре Такуми и его спутники объединяются с Пепеком и лордом Годвином. Пепеку интересно посмотреть на карету Такуми, и как только он заходит внутрь, то сразу же приходит в восторг от роскошных деталей внутри кареты. Он начинает расспрашивать Такуми о деталях и обещает заплатить ему справедливую цену за раскрытие секретов. Но Годвин бьет его по голове и говорит, чтобы он держал свои мысли при себе. После этого Папик немного успокаивается, а Годвин начинает хвалить карету Такуми. Он говорит, что это действительно самая удивительная вещь, которую он видел за последнее время, и если у него будет такая карета, его репутация и репутация его территории значительно возрастут. Такуми понимает, что даже Годвин хочет, чтобы он сделал карету, но он не готов узнать, сколько дворянин готов за нее заплатить. Годвин говорит, что с радостью заплатит 100 платиновых монет за такую карету, и Такуми чуть не падает в обморок, потому что этого достаточно, чтобы сделать его миллиардером в Японии. В любом случае, они быстро отправляются в путь и через несколько дней добираются до королевской столицы. Как только они добираются до своего жилья, Папик говорит Такуми, что он должен представить королю карету, подобную той, что у него есть, чтобы тот признал его талант. Он говорит, что и он, и Годвин верят, что если король увидит исключительную карету, он высоко оценит Такуми и щедро вознаградит его. Поскольку их встреча с королем состоится через 5 дней, Папик считает, что к тому времени будет сложно создать карету. Он предлагает Такуми начать работать над ней, как только он вернется домой. Но Такуми говорит, что может сделать это за 5 дней, потому что так будет удобнее для всех. Однако ему нужны материалы и место для работы, и Папик с радостью все организует для него. Позже в тот же день Такуми рассказывает девушкам об идее Папика и сообщает, что он договорился о месте для работы в большой компании по производству рабов, принадлежащей человеку по имени Бертон. София слышала это имя от мамы Гота и говорит Такуми, что компания Бертона довольно надежная и известная. Такуми это не особо волнует, и он начинает искать чертежи кареты. Но потом София говорит ему, что ему нужен помощник, который поможет ему с производством, потому что он слишком много работает. Такуми настаивает, что с ним все в порядке, но София говорит ему, что он должен больше заботиться о себе, потому что нет ничего важнее его здоровья. Она говорит, что ему следует обратиться в компанию Бертона за рабом, который поможет ему в работе, и Такуми решает так и сделать. На следующий день он встречается с работорговцем Бертоном и говорит, что ему нужен кто-то, кто поможет ему с алхимией, и у него есть подходящий кандидат. Тем временем София и Мария ждут снаружи здания.
когда они понимают, что клен пропал. София решает найти его и вернуть, пока он не устроил сцену. Но она немного опаздывает, потому что девушка-лиса уже описалась, увидев клена. София ругает клена за то, что он убежал, а потом помогает девушке-лисе подняться, которая начинает чувствовать себя немного странно, увидев ее. Затем София берет свою книгу, и девушка-лиса начинает восторгаться, рассказывая о своем интересе к алхимии. В любом случае, София оставляет ее и выводит Мейбл на улицу, но по пути они сталкиваются с Такуми. Он говорит Софии, что искал ее, чтобы она сопровождала его, когда он встретится с кандидатом в рабы, и она с радостью соглашается. Оказывается, девушка-лиса по имени Рива, та, кого Бертон рекомендовал Такуми. Когда Такуми рассказывает Риве о своей работе, она начинает нервничать, потому что до сих пор все отказывали ей. Никто не видел в ней никакой ценности, потому что ей нужно было многому научиться, и потому что она не могла найти работу. Она не могла отправить деньги домой своей больной матери. Такуми спрашивает ее, есть ли у нее какие-нибудь знания или интерес к алхимии, и, думая о том, что все всегда говорили ей, что это пустая трата времени, Рива замолкает. Однако София решает помочь ей и говорит Такуми, что Рива сама изучает алхимию и магию. Ему интересно узнать о ее успехах, и оказывается, что они оба одинаково увлечены алхимией. Они сразу же находят общий язык и обсуждают сложные вещи, которые никто не понимает, а потом Такуми дает Риве алхимический круг, чтобы проверить ее знания. Рива сразу же начинает анализировать круг и понимает, что это рецепт приготовления сладостей, но не может понять, что именно он означает. Она пытается найти ответы в книге, но там ничего нет. Она в отчаянии, потому что боится, что ее снова отвергнут. Но в конце концов она ничего не находит и начинает плакать. Она говорит Такуми, что в алхимическом круге говорится об ингредиенте, который не используют в ее родном городе, и расстраивается, думая, что упустила еще один шанс получить работу. Но Такуми просто встает и протягивает ей руку, приглашая присоединиться к его команде. Рива в шоке, потому что она не ответила на его вопрос. Но Такуми уверяет ее, что она достаточно хорошо разбирается в алхимии, чтобы пройти его тест. После этого работорговец использует заклинание контракта, чтобы передать Риву в собственность Такуми, который говорит ей, что она будет получать ежедневную зарплату и повышение в зависимости от ее способностей. Рива просит его отправлять всю ее зарплату в ее деревню, потому что это очень бедное место, и Такуми удивлен, услышав это. Рива объясняет, что продала себя в рабство, чтобы заработать денег для своей семьи, но это ненадолго, и она хочет продолжать помогать своей матери и младшему брату. Такуми немного смущен этим, потому что если Рива не сможет зарабатывать деньги, она никогда не сможет выкупить свою свободу как долговая рабыня. Но София говорит ему принять ее условия. Она считает, что, работая под руководством Такуми, Рива станет более опытной, и в конечном итоге ее зарплата значительно вырастет. И даже если она никогда не сможет освободиться от рабства, она будет счастлива служить такому хозяину, как Такуми. После этого Такуми берет Риву на встречу с остальными членами своей команды. А Мария и Клен так радуются, что пугают Риву. Он говорит им успокоиться и вести себя прилично, но они отвечают, что просто хотели тепло поприветствовать новичка. Рива тронута их искренностью и радостью, и думает, что работать с ними будет весело. Позже Такуми ведет Риву на задний двор их гостиницы, где с помощью алхимии создает каркас для адамантитовой кареты. Глаза Ривы сияют от восторга, когда она видит мастера за работой, и Такуми говорит ей, что это не так сложно, как она думает. Пока она чистит и полирует каркас, она немного сомневается, что у нее получится. Но Такуми говорит ей, что формула заклинания для этой кареты очень похожа на формулу конфет, которую он показал ей раньше. Кроме того, он считает, что ее страсть к алхимии — ее лучшее качество, поэтому он уверен, что она быстро всему научится. Через несколько дней Такуми с помощью Ривы заканчивает карету, и пока он присматривает за ней, прежде чем представить королю, приходит старик и спрашивает, его ли это карета. Такуми говорит старику, что это карета, которую он собирается подарить королю, и добавляет, что сделал ее сам. Старик впечатлен и говорит Такуми, что он еще более талантлив, чем о нем говорят, и Такуми шокирован тем, что он так знаменит. Он спрашивает старика, кто он такой, и в следующий момент туда прибегают Пипек и Годвин, потому что старик — сам король страны. Такуми приходит в ужас, узнав, что только что разговаривал с королем. Но король Лобос говорит ему, что не нужно быть таким официальным, потому что он такой же спокойный. Папик и Годвин тоже встают на колени перед королем, но он говорит им, что это не официальная встреча, так что они могут расслабиться. Он говорит, что официальные встречи — это головная боль, поэтому он пришел сюда, чтобы лично встретиться с гениальным алхимиком. Он благодарит Такуми за его умные туалеты, которые решили проблемы с гигиеной в столице, и говорит, что хотел устроить большой праздник в его честь. Но это привлекло бы нежелательное внимание соседей.
Такуми понимает это и благодарит короля Лобоса за то, что он все это время защищал его от империи Сидония. После этого Такуми представляет королю карету, получает награду и возвращается домой. Тем временем король приказывает своим помощникам сделать так, чтобы никто не узнал, что он сегодня встречался с Такуми. Его помощник говорит, что позаботится об этом, но как только они начнут экспортировать уникальные магические устройства, которые делает Такуми, он станет еще более знаменитым, чем ему хотелось бы. Через несколько дней Такуми возвращается домой и официально покупает его у папика, а не просто арендует. После этого он решает обсудить зарплату своих рабов, но Мария и София не хотят денег, потому что все их потребности удовлетворены, и Такуми время от времени дает им немного карманных денег. Ему это не нравится, потому что он выглядит жадным капиталистом, который недоплачивает своим работникам, и он говорит им подумать о своем будущем, особенно о том времени, когда они закончат с ним работать. София заявляет, что как эльф она переживет Такуми и планирует провести остаток жизни, охраняя его могилу. Мария говорит, что она просто хочет прожить на день больше, чем Такуми, чтобы ее могила была рядом с ним, и он теряет дар речи перед этими простаками. На следующий день Рива говорит Такуми, что тоже хочет зарегистрироваться как искатель приключений, чтобы повысить свой уровень и быть ему более полезной. И он считает, что это хорошая идея. Он сразу же регистрирует ее, и администратор даже договаривается о том, чтобы ежемесячно отправлять деньги домой Раве. Затем он просит Такуми выбрать название для их приключенческой группы, потому что они одни из самых сильных в своей гильдии. Такуми говорит, что на самом деле он не хочет быть искателем приключений и не подходит для этого. К сожалению, глава гильдии слышит его и решает обучить Такуми, даже не спрашивая его согласия. Обучение заключается в том, что Балди бьет Такуми направо и налево без смазки, а Рива в ужасе наблюдает, как ее босса избивают. Глава гильдии продолжает просить Такуми придумать название для группы во время так называемой тренировки. И каждый раз, когда он придумывает нелепое название, например, Дидипати, его подбрасывает в воздух. Когда Такуми возвращается домой, он весь в синяках и ссадинах. Он просит девушек придумать название для группы, чтобы на следующий день он был в безопасности от пыток Балди. Мария и Рава предлагают ему идеи, которые, как боится Такуми, принесут ему еще больше побоев, а София злится на главу гильдии за то, что он избил Такуми. Она решает проучить старого Балди, но Такуми просит ее остановиться, потому что это была всего лишь тренировка, и благодаря ей он прокачал несколько полезных навыков. София успокаивается, услышав это, но Такуми понимает, что его проблемы еще не закончились. На следующий день он дает Риве волшебное кольцо, чтобы она могла быстро активировать заклинание, и волшебный посох, чтобы усилить ее силу. Он также дает ей когти кленового волка, чтобы у нее тоже было оружие. После этого глава гильдии приходит к нему, чтобы продолжить обучение, и каждый раз, когда Такуми придумывает нелепое название для группы, он швыряет его на землю. Такуми боится, что София не выдержит и положит конец карьере старика, но, к его удивлению, она тоже ополчилась против него. Она говорит ему перестать быть слабаком и постараться защититься от атак главы гильдии. После этого они идут в гильдию, где администратор дает им задание на сопровождение, и Такуми не уверен, что справится. Однако его девушки хотят взяться за это задание, потому что оно поможет им продвинуться по службе, и Такуми решает согласиться. Вскоре после этого они отправляются на задание, выступая в роли телохранителей старшего руководителя компании Paypex. Он говорит Такуми, что они собираются продавать очистительные устройства в далеком городе, который славится своими молочными продуктами. Такуми удивляется, узнав, что в этом мире есть молочные продукты, но вдруг его девушки предупреждают его, что впереди монстры. Перед ними идет война за территорию между волками-единорогами и гоблинами, и Клен решает остановить войну, приказав Камелии всех Пикачу, мгновенно убивая их. Через пару дней они добираются до места назначения. Пока торговец занимается своими делами, Такуми ведет свою группу попробовать блюда из молочных продуктов. Он заказывает в ресторане крем-суп, и хотя он не такой вкусный, как на земле, он достаточно похож, чтобы вызвать ностальгию. Вечером они пробуют жареные сэндвичи с сыром, и чувство ностальгии начинает проникать в сердце Такуми. Теперь он хочет съесть немного риса, и София говорит ему, что у них есть такой урожай, но он не выращивается в их стране. Такуми рад услышать, что у них хотя бы есть рис, но когда Мария говорит ему, что они продавали его в столице, он расстраивается, потому что упустил прекрасную возможность. София спрашивает его, почему он так хочет есть рис, и Такуми не может сказать ей, что он азиат, потому что она не поймет. Он просто говорит ей, что слышал об этом и хочет попробовать. Затем он задает ей вопрос, замечая, что она уже много лет не была дома. Он спрашивает, скучает ли она по родному городу или по еде, которую там ела.
Вместо прямого ответа она начинает лизать его ботинки. Она говорит, что много лет была заперта в клетке из-за проклятия, пока Такуми не освободил ее и не дал ей шанс жить свободно. Она говорит, что наслаждается каждым мгновением настоящего и с нетерпением ждет новых приключений, которые их ждут. Она благодарит Такуми за то, что он дал ей крылья, и у него внезапно появляется идея для названия их группы. Он думает, что у него тоже появились крылья, когда он попал в этот мир, и их дала ему богиня Нолан. Он спрашивает девушек, как им нравится название «Крылья Нолан», и все считают его действительно крутым и стильным. Через 2 дня они заканчивают задание и поздно вечером возвращаются домой. Но как только они входят в дом, Такуми начинает чувствовать слабость. Он сразу понимает, что в доме ядовитый газ, но уже слишком поздно, потому что напавшие на него убийцы взяли в заложники его девушку. Все ослаблены ядом и не могут сопротивляться. Один из убийц подходит к Такуми, чтобы убить его. Однако Клен пряталась в карманном измерении и смогла обезоружить убийцу, дав Такуми шанс сбить его с ног. Другой убийца бросает заложников и бежит, чтобы напасть на Такуми, но его тоже вырубают. После этого Такуми лечит девушек и рассеивает яд, и они рады, что никто не пострадал. Мейбл говорит им, что вокруг их дома было еще несколько убийц, но она заметила их, когда вела Камелию в конюшню, и уже завернула их в коконы, прежде чем прийти на помощь Такуми. Все понимают, что это серьезная проблема, и Такуми немедленно вызывает главу гильдии и рыцарей, которые арестовывают убийц и уводят их. Глава гильдии говорит Такуми немедленно сообщить об этом лорду Годвину, потому что эти убийцы, скорее всего, были посланы империей Сидония, и игнорировать их было бы худшей ошибкой, которую он мог бы совершить. На следующий день Такуми идет к Годвину, который сообщает ему, что убийцы, напавшие на него прошлой ночью, были из отряда Божественного Света, который считается сумасшедшим даже в священной империи Сидония. Они уничтожают всех, кто, по их мнению, бросает вызов учению Церкви Божественного Света, и часто действуют без приказа. Такуми действительно шокирован и напуган, узнав, что эти люди действительно были убийцами, а не ворами, как он надеялся. Годвин уверен, что причина в волшебных туалетах, которые создал Такуми. До появления туалетов священникам приходилось время от времени очищать их с помощью святой магии. Так священники из Сидонии зарабатывали огромные деньги. Теперь, когда Такуми лишил их основного источника дохода, они охотятся за его головой. Такуми думает, не стоит ли ему на время исчезнуть. Но Годвин и его подчиненные говорят ему, что он будет в большей безопасности, если останется у них на виду, потому что они могут активно его поддерживать. Глава гильдии говорит, что им нужно что-то сделать для безопасности Такуми во время приключений, и он нервно отвечает, что вместо этого возьмет перерыв. Однако глава гильдии отказывается дать ему отдохнуть, потому что его группа входит в 5 лучших в их городе, и он не может позволить им прекратить работу. София уверяет Такуми, что будет защищать его любой ценой, и главе гильдии удается убедить его продолжать работать авантюристом. После этого Такуми идет в гильдию авантюристов, чтобы зарегистрировать название своей группы «Крылья Нолан», и администратор говорит ему, что оно довольно яркое. Он также предупреждает Такуми, чтобы тот был осторожен, потому что слухи о том, что кто-то посылает за ним убийц, уже распространились, и большинство людей думают, что за его голову назначена большая награда. Вечером Такуми рассказывает своим девушкам о предупреждении администратора и боится, что скоро на него могут напасть охотники за головами. Ему не хочется подвергать девушек опасности, но они говорят ему, что будут защищать его изо всех сил. Такуми становится легче, но он не хочет, чтобы девушки и рыцари тратили все свое время на его охрану. Чтобы решить эту проблему, он придумывает идею создать вокруг дома магический барьер, который не пропускает никого, кто не зарегистрирован в системе. Он решает сделать магическое устройство для создания этого барьера и говорит Риве, что ему нужна ее помощь. Затем он начинает думать о том, что они будут делать в поле, когда отправятся на поиски приключений. София предлагает ему взять в группу Танка. И все девушки строго говорят Такуми, что не позволят парню присоединиться к его группе, потому что они будут гордиться тем, что его гарем станет больше. Такуми соглашается с их предложением, но понятия не имеет, где найти женщину-танка или атакующего, чтобы присоединиться к его группе. И София предлагает ему обратиться к мамочке, торговке рабами-готами, потому что это хорошее начало. После этого девушки ложатся спать, а Такуми создает магические круги для своего защитного устройства. На следующее утро, когда он собирается начать работать с помощью Равы, к нему подходит София, потому что тоже хочет помочь. Такуми поручает ей и Раве выгравировать алхимический круг на металлических пластинах, а затем посыпает их волшебной пылью. В этот момент они видят, как Клен скачет на камелии и атакует огромных кукол из шелка, притворяясь вражескими големами. Рива говорит, что големы тоже подпадают под алхимию, и Такуми отвечает, что уже знает это.
Но их ядро очень сложное, поэтому он еще не пробовал его создать. Рива говорит, что голем мог бы стать идеальным танком для их группы, и хотя Такуми соглашается с ней, он признает, что не может его создать из-за проблем с навыками. Он продолжает работать над устройством для создания барьера, и как только он соединяет их, его навык манипуляции маной достигает максимума и превращается в навык контроля заклинаний. Такуми понимает, что если он сможет повысить уровень навыка контроля заклинаний, то сможет создавать големов. С другой стороны, император Сидонии узнает, что отряд Божественного Света был захвачен, и они даже не успели покончить с собой, прежде чем их поймали. Он понимает, что теперь все стало сложнее, и его дочь Элизабет говорит ему, что им следует перестать пытаться избавиться от одного парня, когда у них есть более важные планы. Придворный маг говорит им, что они собрали древний магический круг для призыва героев. Но им нужно как минимум пару месяцев, чтобы собрать магическую силу, необходимую для их призыва. Тем временем Такуми пытается создать ядро голема с помощью алхимии, но у него пока не получается. Клен спрашивает его, не может ли он просто приручить голема, и его идея кажется ему довольно интересной. Он сразу же идет к Софии, чтобы спросить, где можно найти големов, и она рассказывает ему о бродячих каменных големах, которых можно найти в древних руинах, и железных големах, которых можно найти в подземельях. Такуми удивляется, узнав, что здесь есть подземелья, и говорит Софии, что им нужно попытаться заполучить железного голема, если они собираются его получить. София считает, что было бы безрассудно идти в подземелье без танка или атакующего, но Такуми рискует и ведет свою группу в подземелье. Еще до того, как они успевают добраться до подземелья, они находят гигантского бродячего каменного голема, и София говорит Такуми, что им нужно уничтожить ядро управления голема, если они хотят победить его. Такуми не хочет уничтожать ядро, потому что оно ему больше всего нужно. Внезапно голем замечает их и оборачивается, и Такуми с Софией пригибаются, увидев, как светятся его глаза. София предлагает не рисковать и не сражаться с этим големом, потому что это может быть опасно, но Такуми говорит, что если они заберут голема, то он станет сильным танком для их групп. Он сразу же спрыгивает вниз, чтобы сразиться с големом, и его девушкам ничего не остается, как последовать за ним. Голем идет к нему, а девушки окружают его, но затем Такуми чувствует какую-то связь с ним. Он говорит своим девушкам не стрелять, пока он приближается к голему, и, внимательно посмотрев на него, понимает, что он был запрограммирован защищать руины, связанные с богиней Нолан, и теперь реагирует на ее благословение. Такуми пытается использовать свои способности укрощения на големе, и, к его удивлению, ему это удается без проблем. Все удивлены, но Клен в восторге, потому что у нее появился еще один младший. Она просит Такуми дать ему имя, и он решает назвать 23-летнего голема Титаном. Голем пытается с ними общаться, но никто не понимает его язык. Такуми думает, что может дать ему голосовой аппарат, но если он вернется в город в таком виде, это вызовет панику среди людей. Такуми говорит, что может носить голема в своем карманном измерении. Но в этом нет необходимости, потому что голем внезапно сбрасывает весь свой вес и превращается в миниатюрную версию самого себя. Вернувшись домой, Такуми начинает проектировать новое тело для Титана. Но прежде чем приступить к изготовлению, он решает провести важную встречу со своими рабами. Он говорит им, что за ним охотятся, но он не хочет подвергать их опасности из-за этого. Поэтому он хочет расторгнуть их контракты и отпустить их домой. Девушки в ужасе от этих слов и говорят Такуми, что никуда не уйдут, пока он в опасности. Но он отвечает, что у него есть Титан и 2 его питомца. Он говорит, что хорошо заплатит им, чтобы они не были ничьими рабами после него, но девушки не готовы это принять. Внезапно Мария направляет на него копье и говорит, что если он хочет расторгнуть их контракт, то ему придется пройти через нее. Она начинает кричать на него за то, что он даже подумал о том, чтобы отослать их в такой ситуации, и у них обоих случается эмоциональный срыв. София успокаивает плачущую Марию и говорит Такуми, что понимает, что он беспокоится о них. Но он оскорбил их самым жестоким образом, сказав, что они должны оставить его одного в трудную минуту. Такуми вспоминает, как все девушки поклялись ему в верности и извиняется перед ними за то, что навязывал им свои чувства и игнорировал их. Затем он спрашивает, останутся ли они с ним и будут ли вместе сражаться с его врагами. И девушки с радостью соглашаются. Через несколько дней Такуми заканчивает делать новое тело для Титана из адамантита и мифрила. Он оснастил его оружием и защитными способностями, и теперь он даже может говорить. Мало того, Такуми воплотил свою детскую мечту стать могучим рейнджером, создав огромную версию Титана, в которую он может войти и управлять ею, как своим собственным телом. Пока Такуми плачет от радости, Нолан, которая всегда наблюдает за ним, как за своим личным Netflix, думает, что он слишком увлекся этим големом. Внезапно к ней подходит ее помощница с ужасными новостями о богине Анат, которой поклоняется империя Сидония. Богини Анат никогда не существовало,
Но из-за сильной преданности церкви Божественного Света она постепенно обретает форму и становится злым духом. Нолан всегда подозревала, что что-то подобное произойдет, и она знает, что это приведет к серьезной войне на Земле, которую обязательно начнут Сидония и ее герои. Однако она не может напрямую вмешиваться в дела мира. Поэтому она дала Такуми новое тело и сильные благословения, чтобы он мог спасти мир. Через несколько дней Такуми и его команда отправляются исследовать подземелье. Хотя монстры в подземелье сильнее, благодаря голему Титану, они выдерживают удары боссов и быстро побеждают их, быстро продвигаясь по подземелью. Им требуется всего 1 день, чтобы добраться до последнего этажа подземелья. После этого они продолжают свое путешествие и вскоре добираются до комнаты босса, где их встречает земной дракон Сранга. Такуми понимает, что он недостаточно подготовлен, чтобы сразиться с монстром Синьсранга, и ему следовало взять с собой Мега-Титана. Внезапно земной дракон атакует их хвостом, разбрасывая их в стороны. Такуми приказывает Клену и Титану не дать дракону использовать хвост, и они прижимают его к земле паутиной. София пронзает хвост дракона, чтобы он не двигался. И, воспользовавшись этим, Такуми, Мария и Рива атакуют дракона своей магией. Затем Такуми приказывает Титану использовать лазерные лучи, чтобы атаковать дракона, нанося ему огромный урон. София говорит Такуми, что сейчас у дракона открыты ребра, а это слабое место любого монстра. Он тут же призывает Камелию, чтобы она сразилась с драконом и вывела его из равновесия. Он зачаровывает свой меч магией молнии и бросает его в пасть дракона, убивая его изнутри. После успешного прохождения подземелья все возвращаются домой, и Такуми тут же вызывает городской лорд Годвин. Он начинает говорить о части своей территории, которая еще не заселена людьми из-за обитающих там монстров. Такуми слышал об этом участке земли и знает, что там есть шахта, где можно добывать редкие материалы, такие как мифрил и адамантит. Годвин внезапно воодушевляется, когда понимает, что Такуми заинтересован в этом месте и просит его построить там деревню. Такуми ошеломлен этой неожиданной просьбой, и Годвин объясняет, что слышал о его работе по развитию в другой деревне, поэтому возлагает на него большие надежды. Его помощник начинает рассказывать Такуми о месте, которое находится недалеко от реки и довольно далеко от места обитания монстров, где они планируют построить деревню, и Такуми, кажется, увлекается разговором. София внезапно просит их остановиться, напоминая, что на Такуми уже объявлен розыск, и строительство деревни привлечет к нему внимание. Такуми просит ее успокоиться и сначала выслушать подробности. Затем он спрашивает Годвина, почему он так быстро хочет построить деревню в этом регионе, и тот начинает рассказывать ему длинную историю. Около года назад королевство строило еще одну деревню в другом регионе, но из-за коррумпированных дворян работы были остановлены навсегда. Жители деревни потеряли свои дома и стали беженцами, и теперь Годвин вынужден в ближайшее время создать для них постоянное поселение. Он говорит, что это одна из причин, и Такуми не дает Софии спросить о других причинах, соглашаясь на работу. София беспокоится, что это не самое разумное решение, но Такуми говорит ей, что не может игнорировать людей, потерявших свои дома. Он начинает рассказывать о том, как сам потерял свой дом некоторое время назад, но благодаря добрым людям смог найти свой путь. Теперь он просто хочет отплатить за добро. Вскоре Такуми и его команда добираются до места и начинают строить деревню. Сначала они возводят высокую стену на границе с помощью магии. Они также выкапывают ров вокруг стены и укрепляют ее с помощью алхимии. Они распределяют между собой задачи по строительству дорог, заполнению каналов водой и вырубке деревьев, быстро закладывая фундамент. После этого они строят несколько домов и ферм, и когда Такуми доволен результатом, он отправляет Софию в город, чтобы сообщить Годвину, что они готовы принять беженцев. Годвин потрясен, узнав, что Такуми построил деревню всего за 10 дней, и немедленно отправляет беженцев туда. Беженцы слышали только, что деревня находится в регионе, полном монстров, и боятся, что правительство отправляет их туда, чтобы избавиться от них. У них уже был ужасный опыт общения с коррумпированными дворянами, и они думают, что тот, кто отвечает за эту программу, еще один подонок. Однако, когда они приезжают в деревню, которая почти такая же большая, как город, и даже с замком посередине, они поражены. Ночной капитан, возглавляющий группу, спрашивает Такуми, что он сделал с этим местом, и тот объясняет, что построил дома для всех, замок для правительственных учреждений, и даже подготовил сельскохозяйственные угодья для земледелия. Рыцарь не может поверить, что он сделал все это за 10 дней, а Такуми просто отшучивается, как будто это ничего не значит. Тем временем люди начинают выбирать свои новые дома, а девочка-кролик по имени Мэнни просто наблюдает за ними издалека. София подходит к ней, чтобы поговорить, и узнает, что муж женщины умер в прошлой деревне, и теперь она совсем одна.
София понимает, что ей будет тяжело одной ухаживать за фермой, поэтому предлагает ей другую работу — заботиться о Такуми. Вскоре она устраивает собеседование с Такуми и Марией, которые говорят Мэнни, что ее работа будет заключаться в том, чтобы присматривать за домом, пока они все заняты работой. Хотя условия и зарплата действительно хорошие, Мэнни не доверяет дворянам, потому что ее муж умер из-за одного из них. Она отказывается работать с Такуми, говоря, что не доверяет ему, и хотя Мария пытается объяснить, что она ошибается насчет него, Такуми уважает ее решение. Он говорит ей, что если она передумает, то может найти его, но Мэнни уходит из его дома, уверенная, что он просто похотливый зверь, который положил на нее глаз. Она уверена, что после отказа от его предложения ее жизнь в этой деревне превратится в ад. Поэтому она решает вообще покинуть деревню, но через 5 минут после выхода из деревни сталкивается с опасными монстрами. С другой стороны, Такуми все еще переживает первый отказ, с которым он столкнулся с тех пор, как попал в этот мир. Когда Мейпл предупреждает его о нападении монстров, жители деревни паникуют, думая, что их отправят сражаться с монстрами, как всегда, но Такуми просит капитана рыцарей закрыть деревню и охранять жителей, пока его группа разбирается с монстрами снаружи. Несколько жителей подбегают к воротам и говорят Такуми, что видели, как Мэнни вышла из деревни, и он обещает им, что обязательно вернет ее невредимой. Они едут на Мега-Титане, чтобы преодолеть деревенскую стену, а Мэнни бежит обратно в деревню и обнаруживает, что ворота закрыты. К ней приближаются 2 волка-монстра, и она боится, что умрет. К счастью, Такуми появляется как раз вовремя, чтобы спасти ее, и вскоре после этого остальные члены его отряда возвращаются, разобравшись с оставшимися монстрами. Мэнни с восхищением смотрит на Такуми, когда замечает порез на его руке, и тут же перевязывает его своим платком. Она спрашивает, почему он рискнул получить травму, чтобы спасти ее, и Такуми отвечает, что не позволит никому причинить вред жителям его деревни. Мэнни понимает, что ошибалась насчет него, и просит его назначить ее своей служанкой. Такуми без вопросов соглашается, и все с радостью принимают ее в банду. Новости о городе с крепостью, внезапно появившемся посреди леса, вскоре доходят до других стран. И когда император Сидонии узнает об этом, он приходит в ярость, думая, что королевство Болтон создало этот город, чтобы бросить им вызов. Он начинает думать о начале войны, когда его дочь Элизабет говорит ему, что ему не о чем беспокоиться, потому что они готовы призвать героев, которые помогут им завоевать континент. Вскоре после этого империя Сидонии призывает 3 героев с помощью запретного заклинания, и из-за этого по всему континенту распространяется мощная энергетическая волна. Такуми и его отряд очень сильно чувствуют странную и жуткую ману, и он внезапно понимает, что прошел целый год с тех пор, как его призвали в этот мир. Он вспоминает, как Нолан сказала ему, что отправила его на год в прошлое, и это значит, что герои наконец-то призваны в этот мир. 3 месяца пролетают быстро, и призванные герои становятся достаточно сильными, чтобы стать авантюристами ранга с обучением в империи Сидонии. Элизабет, жуткая девушка, которая их сюда призвала, говорит им, что наконец-то пришло время для их дебюта на мировой арене. И 2 парней сразу же соглашаются, потому что им не терпится показать миру свои способности. Девушка Акана, получившая благословение от Нолан, чтобы знать, кому можно доверять, просто следуя своим инстинктам, не очень-то в восторге, но решает подыграть остальным. Тем временем Такуми последние 3 месяца был занят развитием своего города. Теперь его город хорошо связан с другими близлежащими городами, и туда приезжают торговцы и ремесленники, чтобы открыть магазины и обучить жителей. Его девушки охотятся на монстров, пока он занят управлением городом, и однажды Клен находит странного монстра-крокодила, которого она никогда раньше не видела. К счастью, София определяет, что это сильный монстр, которого не должно быть в этом регионе, и сразу же сообщает об этом Такуми. Она говорит ему, что в их районе начали появляться монстры из соседних регионов, и это должно быть связано с энергетической волной, которую они почувствовали 3 месяца назад. Такуми знает, что энергия появилась из-за заклинания призыва героев, и вскоре его теория подтверждается, когда ночной капитан приходит, чтобы позвать его обратно в предыдущий город для какого-то приключения. Он также сообщает ему, что начали распространяться слухи о появлении героев в империи Сидонии. Девушки Такуми в шоке от этой новости, но Мария надеется, что богиня послала героев в Сидонию, чтобы они навели порядок в этой стране. Однако Такуми знает, что это не более чем принятие желаемого за действительное. Вскоре он добирается до предыдущего города и идет в гильдию авантюристов, чтобы узнать последние новости. Администратор говорит ему, что среди призванных героев есть 2 парня и девушка, и Сидония отправляет их в церкви Божественного Света, расположенные в других странах, чтобы показать их силу. Такуми понимает из описания, что призванные герои тоже из Японии. Но затем администратор говорит ему перейти к главному делу. Он сообщает ему, что компания Пипико попросила его отряд стать их телохранителями в королевской столице. Такуми с радостью соглашается, а позже его новая домработница Мэнни просит его взять ее с собой,
потому что ей будет одиноко, если они оставят ее дома. Такуми чувствует, что на пути может быть опасность, к которой Мэнни не готова. Но его девушки встают на сторону Мэнни, говоря, что с ними она будет в большей безопасности и счастливее. Такуми начинает думать об этом. А затем Мэнни использует свое обаяние, чтобы заставить его согласиться с ее просьбой. В то же время герои направляются в королевство Баркула, где живет Такуми. Два парня, высокомерные придурки, опьяненные своей силой и славой, и они постоянно жалуются, что у их кареты нет подвески. Затем они начинают планировать забрать с собой несколько эльфийских рабов из Баркулы, даже если это противоречит политике страны, и Акана это возмущает. Она знает, что это мировое турне — ее единственный шанс что-то сделать со злыми действиями Империи Сидонии, и ее инстинкт подсказывает ей, что ответ находится в столице Баркулы. С другой стороны, Такуми и его отряд добираются до столицы и идут в гильдию, чтобы зарегистрировать выполненную миссию. Внезапно туда прибывают три героя. Они высокомерно приказывают авантюристам уступить им дорогу, но никому не нравится их тон. Некоторые авантюристы пытаются образумить их, думая, что они самоуверенные новички, но парни сбивают их с ног, говоря, что они должны знать свое место перед героями. Внезапно они замечают Софию и Мэнни и сразу же проникаются к ним симпатией. Они говорят Такуми продать им своих эльфийских и кроличьих рабынь, но он просто отказывает им и продолжает разговаривать с администратором. Два придурка обижаются, что он отказался выполнить приказ героев, и даже когда Акана пытается остановить их, они не слушают. Они приказывают Софии и Мэнни пойти с ними, но те ясно дают понять, что не оставят своего хозяина ни за что. Это их злит, и коротышка достает меч, чтобы напасть на Такуми. Такуми тоже не сдерживается и использует свои алхимические заклинания, чтобы сломать его меч. Два высокомерных придурка превращаются в плаксивых сучек и говорят Такуми, что он заплатит за оскорбление героев. Но он напоминает им, что они нарушили правила гильдии авантюристов, напав на него. Видя, что их окружают враждебно настроенные авантюристы, два парня убегают, проклиная Такуми, а Акана извиняется перед ним за них. Они представляются друг другу и понимают, что оба из Японии. Однако, прежде чем Акане успевает что-то сказать, Такуми заставляет ее замолчать и дает ей название своего отеля, чтобы она могла зайти позже. Он возвращается к своим девушкам, но теперь инстинкты Аканы ясно говорят ей, что он тот, кого она искала. Той ночью Такуми рассказывает остальным членам своей группы о встрече с героями и о том, как он поделился с Акане адресом своего отеля, но теперь он немного беспокоится о ней. В то же время Акана пытается добраться до отеля вместе со своей рабыней, не будучи замеченной стражниками Сидонии, но она не может долго оставаться незамеченной. Стражники начинают преследовать ее, говоря, чтобы она вернулась, но тут ей на помощь приходят София и Клен и ведут ее в свой гостиничный номер. Там Акана спрашивает Такуми, из Японии ли он, и он решает рассказать правду ей и своим девушкам, потому что они заслуживают знать это. К его удивлению, они легко принимают тот факт, что он из другого мира, и богиня Нолан послала его сюда с особым благословением. Он говорит им, что просто хотел жить мирной жизнью. Но теперь, когда они связаны с героями и Сидонией, это может быть непросто. Акана извиняется за то, что втянула его в это, но Такуми говорит ей не беспокоиться об этом. После этого София спрашивает ее, что за дела с двумя высокомерными ублюдками. И Акана рассказывает, что они не были такими, когда пришли в этот мир. Она говорит, что их поведение изменилось со временем, пока они были в Сидонии, и она считает, что с ними что-то сделали. Она объясняет, что не доверяла Сидонии, поэтому всегда накладывала очищающее заклинание на еду перед тем, как ее съесть. Но два парня были так заняты тренировками, что не приняли никаких мер предосторожности. Затем Акана внезапно опускается на колени перед Такуми, умоляя его спасти ее и ее рабыню Лулу, потому что она больше не хочет жить в Сидонии. Такуми смущается и спрашивает Акане, что она собирается делать, но она понятия не имеет. Однако она хочет сначала освободить Лулу, потому что ненавидит идею порабощения других, и Такуми помогает ей, снимая рабский ошейник с шеи девушки. Акана рада это видеть, но Лулу цепляется за нее, умоляя не бросать ее. Акана говорит ей, что позволит ей остаться рядом с ней только как подруге, и Лулу растрогана до слез. После этого Такуми говорит им, что им нужно уехать как можно дальше от столицы, и приглашает их в свой особняк. Акана не уверена, что может навязываться ему, но все равно принимает предложение. Вскоре карета Такуми на полной скорости направляется к его особняку, а Мэнни и Мария подают Акане тушеное мясо с овощами, которое они приготовили. Акана ошеломлена, увидев здесь еду из своего мира, и когда она ест ее, то начинает плакать, потому что это действительно вкусно. Как только они добираются до дома, Такуми созывает всех своих девушек и говорит им, что собирается немедленно расторгнуть их рабские контракты, потому что теперь он в еще большей опасности, чем раньше. Девушки злятся на него за то, что он снова несет ту же чушь, что и пару месяцев назад, но он просит их дать ему договорить. Он говорит им, что все еще хочет, чтобы они были рядом с ним,
но как его друзья, и поэтому им больше не нужны контракты. Этого достаточно для девушек, и Такуми расторгает их рабские контракты. После этого он создает 2 священных меча для Аканы. Когда внезапно получает сообщение от гильдии, призывающее всех авантюристов ранга Би и наемников в новый город из-за нашествия монстров. Такуми и его девушки немедленно отправляются в гильдию, где их уже ждет отряд Львиного Клыка вместе с главой гильдии. Такуми спрашивает главу гильдии о ситуации в его новом городе и узнает, что туда направляется стая монстров. Ночной капитан попросил гильдию прислать лучших авантюристов, чтобы помочь им. Но, к сожалению, большинство высокопоставленных отрядов сейчас на других заданиях. Такуми немного обеспокоен этим, но секретарь говорит ему, что 3 отряда, которые они отправляют на задание, лучше, чем сотни других отрядов. Как только он слышит о 3 отрядах, Реал, лидер Львиного Клыка, паникует, потому что знает, кто будет 3-м отрядом, и не хочет иметь с ними дело. Внезапно появляется 3-й отряд, Багровый, и их лидер Миральда представляет всех членов своей женской группы. Она приветствует отряд Такуми и Львиный Клык, но намеренно игнорирует Реала, чтобы разозлить его. Затем глава гильдии приказывает им отправиться в новый город и разобраться с ситуацией до прибытия ночного отряда, и они немедленно уезжают в карете Такуми. Он оставляет Аканы и Лулу в особняке и оставляет Титана охранять их. Оказавшись в карете, Такуми отдает Софии священный меч, который он только что создал, и объясняет, что на этот раз он создал 2 уникальных меча. София получает тот, который наносит физический урон, а Такуми планирует использовать тот, который наносит противникам психический урон, даже при малейшей царапине. Вскоре карета подъезжает к новому городу, и Такуми уверен, что у них есть время, потому что ни один монстр не сможет так легко перебраться через высокую стену. Однако, к своему удивлению, он обнаруживает, что сотни крылатых монстров почти перебрались через стену, и даже наземные монстры начали карабкаться наверх. Понимая, что нельзя терять время, Такуми и остальные немедленно начинают атаковать монстров. Они начинают уничтожать монстров и ослабляют давление на стражников, которые открывают для них ворота. Как только они оказываются внутри города, 3 отряда разделяются, чтобы разобраться с монстрами внутри стен. Такуми и его девушки сражаются до утра, чтобы уничтожить всех монстров на своей стороне, и жители города наконец-то могут выйти из своих домов. Они благодарят Такуми за спасение, и он поручает Риве и Мане лечить их, а остальных отправляет на помощь другим отрядам. Вскоре он добирается до другой стороны города и видит, что авантюристы наблюдают за лесом со стены. Они замечают, что монстры одновременно отступают в лес, что довольно подозрительно, потому что монстры не настолько умны, чтобы совершать такие скоординированные действия. Они говорят Такуми, что ночью монстры тоже вели себя разумно, нападая на них, пока они отдыхали, и убегая, если чувствовали, что проигрывают. Такуми думает, что их кто-то ведет, но авантюристам тоже трудно в это поверить. Затем он выдвигает теорию, что энергетическая волна от призыва героя могла вызвать мутацию или эволюцию некоторых монстров, что кажется более правдоподобным. С другой стороны, император Сидонии узнает о нашествии монстров на новый город королевства Баркула. Император считает, что это хороший шанс ослабить вражескую страну, и его дочь Элизабет предлагает напасть на союзников королевства Баркула, чтобы они не смогли вовремя прислать помощь. Императору нравится эта идея, и он разрешает ей отправить героев атаковать соседнюю страну. Вернувшись в город, пока все лечат раненых, София следит за монстрами. Внезапно приходит Рива со своим обедом и говорит ей, что Такуми ведет себя как идиот. Он отдает все зелье раненым, и если бой будет продолжаться долго, у них ничего не останется. София идет поговорить с ним, но этот идиот говорит ей, что просто не будет получать ранения. Софию это не впечатляет, но она знает, что Такуми больше заботится о других, чем о себе. Поэтому она решает, что будет рисковать своей жизнью, чтобы защитить его. Вскоре Такуми обсуждает план по защите жителей города, когда Мейпл предупреждает его, что монстры вернулись. Все выходят сражаться с ними, и Такуми объясняет их план. Сначала атаковать монстров магией, а затем подойти поближе. Сначала они атакуют армию монстров своими мощными заклинаниями широкого радиуса действия, а затем бросаются в ближний бой. Они легко оттесняют монстров, а затем внезапно монстры снова начинают отступать. Все в замешательстве, но потом они видят похожего на дракона монстра, который начинает пожирать других монстров, становясь еще больше. Двуголовый дракон выскакивает из леса, чтобы напасть на них, и Такуми понимает, что это должно быть их босс, который заставляет их действовать как армия. Монстр первым нападает на Софию. Такуми спасает ее от удара дракона, но София решает отвлечь его от Такуми, постоянно атакуя его. Разъяренный дракон преследует ее, и его огненное дыхание сбивает ее с ног.
К счастью, остальные девушки Такуми приходят на помощь и связывают дракона, прежде чем атаковать его в полную силу. Раненая София бросает свой меч Такуми, и, объединив силу двух магических мечей, ему удается победить дракона. После этого София падает без сил, и Такуми немедленно бросается к ней, чтобы вылечить ее. Он спрашивает ее, почему она так безрассудно поступила, и она отвечает, что просто хотела защитить его. Такуми расстраивается и говорит ей, чтобы она не рисковала своей жизнью, и как только он заканчивает ее лечить, приходят остальные и говорят ему, что большинство монстров сбежали, а с оставшимися они разобрались. Такуми с облегчением слышит это, а затем внезапно теряет сознание от перенапряжения. На следующий день он приходит в себя, а его девушки окружают его, но София лишь издалека наблюдает за их домом. Через несколько дней, помогая восстанавливать город, Такуми вместе со своим отрядом отправляется домой. Когда они возвращаются, они устраивают вечеринку с барбекю, но София все еще подавлена тем, что произошло раньше. Такуми не обращает на нее внимания, поэтому Мария и Мэнни заставляют его поговорить с Софией. Он подходит к ней с тарелкой мяса, а затем говорит, что знает, что она хотела защитить его любой ценой, но он не хотел потерять ее из-за этого. Он просит ее быть осторожной и поддерживать его как партнера до конца его жизни, и взволнованная София обещает это сделать. Вскоре после этого Такуми приходит к городскому лорду, чтобы официально получить разрешение приютить Акаина и Лулу у себя дома. Лорд Годвин дает ему разрешение, а затем говорит, что два героя Сидонии устроили резню в одной из союзных стран. Акаин приходит в ужас, услышав это, и винит себя в том, что не остановила этих двух придурков. Но Такуми успокаивает ее, говоря, что это не ее вина. Акане говорит, что должна была что-то сделать, но она также знает, что скоро у нее будет шанс проявить себя. Она обещает себе, что когда придет время, она выступит против двух героев и остановит их,